Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня буду готовить простую, вкусную, сытную, недорогую, очень яркую, красивую в подаче закуску. Готовить я буду из очень тонкого сала. По весу у меня его всего 1 килограмм. Оно у меня подмороженное, так с него будет очень легко сниматься кожа. А предварительно, как купила я его, сразу же вымыла, хорошенечко поскребла шкурку и заморозила. С подмороженного сала всегда хорошо снимается шкура. Где нужно, подрезаем, а где можно, снимаем просто руками. Несмотря на то, что кусочек сала и так тонкий, я его еще раскрою книжкой. Если где-то оно прорезалось, ничего страшного. В итоге получился очень-очень тонкий пласт сала. А в этом кусочке раскрывать книжкой нечего, потому что сало очень-очень тонкое. Я сейчас просто сделаю такие неглубокие насечки ножом. Для этого рецепта можно брать сало с прослойками или без прослоек. Самое дешевое, самое тонкое сало. А мы уж из любого сала найдем, что нам приготовить. Под видео я буду оставлять ссылки на простые, вкусные, сытные блюда. Саму разделочную доску либо обтягиваем пищевой пленкой или кладем чистый сухой пакет. И сверху выкладываю этот тонкий пласт сала. Сало сверху я накрываю пакетом, можно пищевой пленкой. И хорошенечко с одной стороны я его отобью молотком. Для мяса обязательно отбивайте, так потом сало будет очень нежным и равномерным. Все отбила с одной стороны и сверху присыпаю солью. Сало возьмет соли столько, сколько ему нужно. Сало вы не пересолите. Я добавляю где-то 1,5 столовой ложки соли. Обязательно добавлю черный молотый перец. У меня 2/3 кофейной ложки. Но вы все приправы берите по своему вкусу и желанию. Очистила 2 огромных зубчика чеснока. И выдавливаю чеснок через чеснокодавилку на эту сторону сала. А теперь и черный молотый перец, и чеснок, и соль я хорошенечко буду втирать в сало. Теперь этот пласт сала переворачиваем на вторую сторону, снова накрываем пакетом и будем отбивать его со второй стороны. С этой стороны все то же самое повторяем. Я беру 2 больших зубчика чеснока, выдавливаю его через чеснокодавилку. Весь список продуктов будет написан под видео. Всего черного молотого перца уйдет 2/3 кофейной ложки. Черный молотый перец я добавляю с той же самой ложки, из которой присыпала первую сторону сала. То же самое касается и соли. Солим и эту сторону. На этот кусочек сала на 600 грамм уйдет 1,5 столовой ложки крупной соли. Соль у меня обычная, каменная, пищевая, не беру йодированную и не беру мелкую. И теперь все точно так же со второй стороны хорошенечко втираю в сало. Чеснок, соль и черный молотый перец. Это идеальное сочетание для сала. У меня большой пучок зеленого укропа весом на 60 грамм. Предварительно укроп промываем, еще можно его просушить, чтобы зелень не была влажной. Стебли укропа мягкие, поэтому они тоже пойдут у меня в готовку. Укроп стараемся нарезать помельче. Сейчас в кухне стоит такой аромат: чеснок, укроп. И равномерным слоем с одной стороны по кусочку сала я распределяю укроп. И сверху укропный слой я присаливаю, добавляю где-то 2 щепотки соли. И сам кусочек сала я теперь сворачиваю рулетиком. Только без пленки, чтобы пленка не попала внутрь рулета сала. Сворачиваем сало, придаем аккуратную форму колбаски рулетика. Я его еще подворачиваю на поверхности стола, чтобы получилась такая ровненькая колбаска. Достаточно упруго набитая. Первая колбаска готова, и ее пока убираю в сторону. Беру второй кусочек сала, он весом на 400 грамм. Его я не раскрывала, потому что он был очень тонкий. Накрываю все пакетом и отбиваю. Так будет закуска наиболее мягкая, прям таять во рту. Этот кусочек сала я сразу же отбиваю с обеих сторон. Соли я взяла 1 столовую ложку. И сразу же кусочек этого сала я присыпаю с обеих сторон солью. Очистила 4 зубчика чеснока и выдавливаю чеснок. В сало обязательно добавляйте свежий чеснок, с ним очень вкусно и ароматно получается. И чеснок я втираю в сало с обеих сторон кусочка. Подготовила специи. У меня сладкая паприка, 1 чайная ложка с большой горкой. Мускатного ореха буквально 1 щепотка. Эти приправы я буду добавлять только лишь с одной стороны рулета, а точнее нашего пласта сала. Сладкой паприкой присыпаем и точно так же все ровненько распределяем по салу. Вы можете брать свои любимые приправы, вариаций на эту тему очень много. Немножко рукой так прижимаю всю эту паприку. Если где-то выпал чеснок, то все кладем вовнутрь и сворачиваю тоже рулетиком. Этот кусочек сала был меньше.
Рулетиком старайтесь сворачивать плотным, чтобы закуска потом не разваливалась и была очень ровной, аккуратной и красивой в разрезе. Второй кусочек будет вот такой красивый, яркий, красный. И тоже этот кусочек сала я упаковываю в пищевую пленку. Хорошенечко все заворачиваем плотно. В итоге получилось два вот таких красивых, ярких, очень ароматных рулетика. Оба эти рулетика я убираю в холодильник на 3 суток. Пусть там лежит, маринуется, солится. А затем переложу еще на 3 суток в морозилку. Оба рулета уже достала из морозилки. Они полежали минут 5 при комнатной температуре. Очень легко с них снимается пищевая пленка. Храню я уже потом не в пищевой пленке. Просто перекладываю в пакеты, и так все лежит в морозилке. Достаю по мере надобности. Очень вкусно это с отварной картошкой или просто так, как бутерброд, на хлеб положить. Сало отлично сочетается или с зеленым луком, или с репчатым, с белым, или красным, с горчицей или с хреном. В общем, подавать можно с чем угодно, с тем, что вам нравится. Нарезать можно и потоньше, и потолще, ничего не разваливается, все сделано без желатина. Очень красиво такое ассорти будет смотреться в мясной нарезке, можно даже с любой колбасой положить такие кусочки сала, всегда очень быстро уходит со стола. Ну, очень вкусно, ароматно, я думаю, что ценители сала поймут, оценят этот рецепт. Соленое сало еще очень полезно. Готовьте, и пусть всегда в морозилке будет такой вот запас. Быстрый, простой и вкусный. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, а ссылкой на это видео поделитесь с тем, кому будет интересна эта тема. Вкусное, ароматное, сочное сало к вашему столу готово. Сохраняйте этот рецепт, подписывайтесь на наши странички в соцсетях. Все ссылки будут под видео. Я надеюсь, что я вас смотивировала на такую готовку. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео и узнавать об этом первыми. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи, пока-пока.